Вы знаете, что я уже 20 лет изучаю тему кармы и пришла к выводу, что есть три основные темы, сферы, где у людей проблемы. Как вы думаете, где? Первое – это тема отношений, здоровья и денег. Работа – это не равно деньги. Да, работа может быть без денег. Вы знаете, что все эти годы мы как-то не концентрировались на тему отношений, но во всех курсах как-то эта тема постоянно всплывала, и было видно, что, несмотря на то, что все мы пытаемся духовно развиваться, понимать себя, но тема отношений, она оставалась, ну, скажем так, нетронутой, и многих даже не было знаний каких-то базовых, да, по поводу взаимоотношений там, женской и мужской энергии, как отношения связаны с деньгами, как важен не только союз, но и любовь, и секс, и все это вместе. Да? И мой новый курс – это о том, как соединить все это вместе. Возможно, кто-то уже решил, что он не хочет. Кто-то есть, кто уже решил, что… Уже 24 октября. У нас уже билеты куплены в соответствии с графиком. Вы, главное, не меняйте. Хорошо. Вопрос, возможно. Вот раньше вы говорили, что в основном вы занимались духовным развитием. Да. Тему отношений, как бы мельком, потому что я год у вас обучалась, и сказали, тема отношений, как бы это ты, и твоя вторая половина это тоже ты. Угу. Нужно развивать любовь к себе, как вы сказали, что Да. ну, отношения это как бы самая маленькая часть. Я поняла ваш вопрос. То есть вопрос в том, что, да, вначале я говорила, что отношения это не важно. Сейчас я пришла к тому, что все-таки эту тему поднимаю как одну из самых важных. То есть тогда это было, ну, скажем так, может быть, моей ошибкой, потому что я думала, ну, раз я там все понимаю, да, то и все остальные все понимают. А оказалось, что это не так. И 20 лет надо было, чтобы увидеть, как все-таки все взаимосвязано. И здоровье, потому что номер один причина многих проблем со здоровьем – это отношения, или их отсутствие, или то, что они не такие, как вам хотелось бы. И как мы можем решить вопрос с болезнями, если мы не решим вопрос с отношениями, потому что отношения – это 90% всей кармы, да? И всего здоровья, да? И если здоровье не очень, то о каком духовном развитии может быть речь, да? Дальше у нас тема финансов. Не все, может быть, знают, что и эта тема очень крепко связана с отношениями, потому что если в отношениях есть любовь, с сексом все хорошо, есть гармония, то и деньги приходят, там не надо что-то делать специально, да. И тут мы опять возвращаемся к теме отношений, то есть деньги, здоровье. А что мы делаем? Ну, я делала. Я думала, что духовный рост – это само по себе ты должен что-то делать, там, развиваться, духовно идти вперед. Оказалось, что духовное развитие, оно происходит независимо от того, занимаешься ли ты духовным развитием как будто своей какой-то второй работой, да, потому что основные уроки мы проходим, опять же, в теме здоровья, теме финансов и теме отношений. И это все, если удалось бы сдержать бы в гармонии, то духовный рост произошел бы сам по себе, потому что уроки есть вот в основном только в этих трех сферах. Мы не живем в Индии, чтобы уехать в горы и сидеть там медитировать, да? Вот что произошло 20 лет назад, когда взяли философию Индии, перенесли на Запад, и люди стали заниматься активно духовным развитием, саморазвитием. И что сделали многие? Все бросили, отношения, там иногда и финансы страдали, потому что вплотную занялись духовным развитием. Но в Индии это можно делать, потому что там не надо платить счета, да, то есть там им довольно-таки легко отказаться от отношений, потому что у них только в основном один брак, да, и за счастье уйти куда-нибудь в горы, да, и
ну, быть, так сказать, святым, да, но мы здесь живем как бы по другим правилам, да, и финансы, опять же, три кита, на котором стоит наша жизнь: финансы, отношения, здоровье. Если там не идет, то, как сказал Оша, на пустом кошельке очень сложно медитировать. А как человек может сесть и закрыть глаза и ни о чем не думать, если у него проблемы, да, в этих основных сферах? Поэтому получается, что я прошла весь этот круг и вернулась к тем самым базовым вещам, которые сейчас очень актуальны. Особенно, ну, даже не могу выделить, чтобы отношения были более важны, или финансы. Многие как бы забывают, что быть духовным и бедным — это вообще не вариант, да, и, скажем так, где-то, может быть, в христианстве, да, вот эта фраза, что вот если ты бедный, то ты попадешь в рай, но, например, Оша так не считал, да, он считал, как духовный учитель, что все должно быть в балансе, да, если у тебя нету денег, то тоже даже в Индию не сможешь поехать, сейчас это тоже дорого, да, поэтому мы вернулись в духовном развитии, скажем так, к нашим базовым, может быть, так, нуждам, да, и теперь я считаю, что когда там все, я ничего не делаю больше для своего духовного развития, я концентрирую. Я так много училась духовному развитию у вас. Я не учила вас духовному развитию, мы изучали себя. Это никуда не ушло, да, мы изучаем себя, мы углубляемся в себя, и мы находим каждый, у кого где какая есть проблема. У некоторых нету проблем с финансами, да, у некоторых более-менее здоровье, а у некоторых такие проблемы со здоровьем, что им некогда думать там о медитации, да, потому что надо решать, может быть, ты завтра там тебя не станет, да, то есть нужно решать какие-то насущные дела. Поэтому сейчас уже через 20 лет моих поисков я понимаю, что людей надо возвращать на землю, да, и если люди будут приходить и просто мечтать о каком-то духовном развитии и там уезжать куда-то в Индию, это очень, как бы, путь сделает намного длиннее, да, потому что ищешь себя, куда бы ты ни уехал, все равно придется вернуться к себе. Можно никуда не уезжать, изучать себя и налаживать вот эти три сферы, о которых мы говорили уже, да. Поэтому, что касается темы отношений, это будет тема, на которой я буду концентрироваться следующие, там, не знаю сколько, несколько, может быть, месяцев, может быть, это будет лет, да. И отдельно также и тема финансов идет. Но это еще в будущем. А вопросы кармы, как раз о них вы можете узнать из моих книг, из моих лекций. Это мое основное направление. Я эксперт в этой сфере. Карма меня била с малых лет, да, и это меня, как, скажем так, направило на путь поиска, а что я могу изменить, чтобы больше не получать, да, граблями по лбу в очередной раз. И оказалось, что есть выход, и карму можно улучшить, и можно избавиться от негативной кармы. Поэтому в книге «Кармический код судьбы» это первая книга, такая самая базовая по нумерологии, где вы можете увидеть по дате вашего рождения, где у вас заложено, да, скажем так, негативная карма и где позитивная карма. Если мы не делаем то, что нам по нумерологии не советуют, значит, все в жизни будет хорошо. А если все-таки повторять ошибки, то постоянно вот этот круг повторяется, да. Поэтому в дате рождения заложена наша карма, которая у нас с прошлых жизней. Далее, когда мы хотим узнать еще больше нумерологии, это вообще только начало. Есть люди, которые застревают в цифрах и в нумерологии, и мне пишут, я хочу дальше учиться. Но и в этой книге я написала все, что нужно знать, да, о карме. И даже для меня там еще есть, для своих цифр, я всю жизнь буду там работать над тем, чтобы там избавляться от каких-то негативных качеств. И да, восьмерка никогда не расслабится, да, поэтому, когда люди
прочитают книгу, говорят, ну все, я все понял, они уже хотят идти дальше, да, то есть очень как-то быстро, да, даже я не поняла, ну, да, что там, может быть, можно было бы еще улучшить. Но следующий шаг уже после нумерологии, это уже астрология. Нумерология – это только 20-30% всей кармы, да. И далее мы идем уже ко второй книге «Карма рождения», которая посвящена Луне, рождению, асценденту. И там вы можете узнать, почему у вас такие родители. Это по ведической, да? Да, по ведической, только по ведической. Потому что по западной это невозможно узнать, потому что все планеты и асцендент будут в других знаках. Да? Поэтому я обучаю только ведической астрологии и нумерологии. И тут мы углубляемся дальше уже, почему мы родились в такой семье, почему там с родителями что-то не так, почему с детьми что-то не так, да. И это решает, ну, наверное, даже каких-то 70%, да, уже проблем, если человек понимает, зачем он родился в конкретной семье. И у него нету больше никаких претензий к своим родителям. А это как узнать можно через Ну, астрологию? книга «Карма рождения», вторая моя книга, да, и вам нужно... Нет, она уже есть уже, да. Можно на Ридера... Ридера! На Ридера можно заказать. Давайте. Да, в интернете можно заказать. В моих книгах я даю людям самый короткий путь, который я прошла, и который привел меня к моим результатам. Да? И не надо искать вот так вот. Ну, но чтобы прийти к книгам или прийти ко мне, это тоже люди проходят большой путь иногда. Да? 10-20 лет, кто-то ищет себя 30 лет. Поэтому не так тоже все просто. Не сразу все находят, я тоже не сразу нашла там свой путь. Да? И дальше мы уже переходим к третьей книге, которая выйдет осенью. Там я уже дальше говорю о карме жизни. Если карма рождения – это о рождении, о родителях, о том потенциале, который заложен при рождении, то дальше мы идем в основном в тему отношений, как через нашу Венеру и Марс проявляет энергия планет в нашей жизни, потому что карма у всех разная, и проблемы начинаются тогда, когда ты пытаешься жить не своей жизнью, да, когда вам там социум или родители, вы хотите быть правильными, а гороскоп вам показывает, что, может, вы не такие правильные, может быть, вам надо пошалить, да, может, вам нужно отпустить наконец-то тормоза, да, и опять же, если человек будет себя ограничивать, могут начаться проблемы с финансами, с отношениями. И вот вторая книга посвящена таким обычным жизненным ситуациям, как планета Венера, любовь, отношения, что вам нужно для того, чтобы быть счастливыми. Да? Вторая планета – это Марс, куда вам вообще направлять энергию. Я, например, живу по своему гороскопу. Я ничего не придумываю, я не делаю то, что у меня не записано в гороскопе. Очень, все просто. Делай то, что в тебя заложено, в твою дату рождения, в твой гороскоп, и это и есть твой путь. Когда человек живет не своей жизнью, тогда начинаются опять же проблемы. Поэтому мы возвращаемся опять к изучению себя. Это как путеводитель, ваш кармический код судьбы через нумерологию, ваша карма через астрологию, и не надо ничего придумывать, новый велосипед. Вот, смотришь, немножко нужно знаний. Книги вам помогут, да, для этого я их и пишу, это как учебники. И вот в третьей книге будет тема любви и отношений. Марс – это сексуальная энергия, это куда направлять энергию, чтобы был результат. Многие же направляют, вот, например, энергию на домохозяйство, да, на уборку и стирку. Как вы думаете, как часто я убираю дома? Часто, наверное, да. У меня даже есть время ездить на выставки, да. То есть я бы все, лишь бы не убирать, лишь бы не готовить, да. Лишь бы вообще, потому что Марс у меня, да, не там, у меня в другом месте, да, в Близнецах. Поэтому я говорю, учусь, пытаюсь чему-то других научить. И если человек
поймет свой Марс хотя бы, да, он будет направлять свою энергию туда, где будет результат. Если бы я бы стояла у плиты и готовила, навряд ли мои пирожки кому-то бы понравились, да. Я плохо готовлю, не готовлю. И не стираю, и не глажу, да, и если до конца жизни не надо будет убирать, то я буду счастлива. Но есть люди, которые делают целый канал на YouTube, как правильно убирать квартиру. Эти каналы даже более популярны, чем мой, да, потому что, да, девам нравится еще мало то, что убирать, еще и правильно убирать. Поэтому вот каждому свое, понимаете? И кто-то находит себя в такой отрасли, обучает других, как правильно убирать квартиру. Там 1 миллион подписчиков, да? А кто-то занимается саморазвитием, вкладывает в себя энергию, изучает себя. Потом у нас планета Меркурий тоже. Понять, как вы мыслите, что вам надо для того, чтобы вы научились говорить. Возможно, вы знаете, что до того, как я начала преподавать, я не могла слова сказать. Я была очень стеснительной, но мне пришлось научиться говорить самостоятельно, потому что не было другого варианта. И так я начала вот в 2016 году преподавать, и вот с тех пор говорю. Мой рекорд – это 8 часов без остановки, да. Поэтому можно, вот потенциал свой личный, мы даже, вот я знаю, но вы даже представить себе не можете, какой у вас внутренний потенциал. Если не начать его развивать, то никогда об этом не узнаешь. Можно из скромного, там, я не знаю, какого-то забитого человека ты можешь спокойно стоять и говорить с кем угодно, да. То есть, и это вообще в любой сфере, и в финансах, и в любви, даже, ну, там нету преград, да, сколько ты можешь в себе развить. Главное начинать. И астрология нам помогает. Ты смотришь, где у тебя планеты, и ты идешь по этому пути, и потом все двери начинают открываться, а не пытаешься стучать в двери, которые закрыты, да. Далее у нас планета наша Сатурн, моя любимая планета, потому что если не выполняешь свою карму, тогда тоже проблемы начинаются, да, и со здоровьем могут начаться, и в отношениях, и с финансами. В принципе, это не особо много вариантов, да, это финансы, отношения и здоровье, как наказывает Сатурн за то, что ты не выполняешь своих задач. Проблема в том, что мы родились, и у нас стерлась, нету памяти прошлых жизней. Если бы она была у нас, да, мы бы знали точно, что делать. Поэтому вот нумерология, астрология нам помогает увидеть то, что мы забыли, как напоминание, что же нам надо делать. Потому что вариантов, что здесь делать на Земле, миллион. Вы же видите, сколько людей на кладбище лежит. Они, большинство ничего в жизни так и не достигли. Их имен никто не знает, да, потому что они жили какой-то жизнью, она быстро прошла. Но зато у вас есть кладбище, например, на котором есть люди, которые достигли что-то в жизни, да, то есть они знали что-то, какое-то, поняли, да, чем им заниматься, и стали известными, хорошо зарабатывают, и прожили жизнь, о которой сейчас люди все вспоминают, их до сих пор, да. Поэтому вот в этом и есть наша задача, понять, в чем наша карма в жизни, и следовать этому пути, а не против этого. И вот каждая планета нам подсказывает в гороскопе, куда нам двигаться. Это звучит просто, сложнее это выполнять. Я, например, понимаю, что до конца жизни мне есть что делать, да, то есть настолько много там есть что делать. А иногда люди прочитают книгу, изучают астрологию, и им кажется, что все это мало, им еще что-то нужно. Они думают, что если ты слушаешь там подкасты, ты там только читаешь книги или там кого-то на YouTube смотришь, что это и есть развитие, да, но это не действие, это не работа, да, это просто, ты как-то время проводишь, да, а когда те знания, которые даже ты получил в книге, ее нужно каждый день, ты ее в жизни, да, ты живешь эти знания, а не просто ты их прочитал, думаешь, классно, классные знания, и пошел дальше следующую книгу читать, да. Нет, я могу все, что я пишу, я это делаю каждый день, да.
То есть, и это работает. И в 40 лет, 40-42 я почувствовала, что огромный груз кармы, который был на мне, да, что он ушел, огромная часть, там 95% просто в один момент. Вот это сила транзитов планет, да, и если ты работаешь в направлении правильном, то в какой-то момент с тебя вот этот груз, он снимается. Поэтому я вам это могу обещать. Если вы будете идти по своему пути, то вот этот груз и страдания, болезни, там, проблемы с финансами, в отношениях, они будут уходить, поскольку вы живете так, как нужно жить. Да. И это обалденное чувство, когда ты понимаешь, что вот нету не так, как раньше это было, да, потому что я каждый день училась на своих ошибках, училась на чужих ошибках, на ошибках клиентов, которые рассказывают про очередные грабли. Об этом я пишу в книгах, да, чтобы вы видели на чужих ошибках, лучше вот так не делать, да. И все просто. Всего-то 9 цифр в нумерологии, всего-то 9 планет в ведической астрологии, еще дальние планеты. Немножко уделите год там своей жизни изучению себя через нумерологию, астрологию, и дальше остается жить эти знания на практике. Не с книгами, не на ютубе, а реально на работе. Выбивать свое место под солнцем, идти зарабатывать, привлекать любовь в свою жизнь, которые многие не знают, как это делать даже, да, потому что сейчас такие все умные, что уже даже не знают, как заговорить даже на улице с человеком, да, и опять мы вернулись к теме отношений, да, потому что если человек, он не чувствовал никогда любви, у него нету второй половинки, он такой, ну, все равно где-то на подсознании, все равно люди хотят быть вместе с человеком, кому ты нужен, да, чтобы не быть в одиночестве. Поэтому зачем саморазвиваться, если ты остаешься один? Для чего это тогда все? Один, без денег, да, медитировать где-то в лес, в местный лес, да, пойдете медитировать? Нет, конечно, да. Лучше бы вы в ресторан сходили, икру поели бы с блинчиками, да, со своей там второй половинкой, путешествие куда-нибудь. Мне, например, в Индию уже тоже не тянет, как раньше, да, потому что, ну, вся жизнь, она здесь, да. В Индии легко, потому что там нету таких проблем, а здесь побольше проблем. Вот если ты научишься здесь жить и не там жаловаться, значит, и в Индию сможешь поехать спокойно, если надо будет. Может, и уже и не захочется, да, поэтому не надо убегать от жизни и от себя, ни в горы, ни в Индию, а углубляться в себя. Об этом вся моя работа, мои книги, познавание себя.